Всем приветики! Есть рецепты, которые всегда выручают. Для меня это вот такие фруктовые галеты, открытые пироги, которые очень популярны летом и осенью. Сегодня я хочу поделиться с вами рецептом двух вариантов галет со сливами и грушей. Первым делом я всегда просеиваю муку. Это обязательный этап. Потом холодное сливочное масло натираю вместе с мукой на вот такой терке. Не сильно крупной и не сильно мелкой. Должна получиться вот такая крошка. По сути, это можно сделать и руками, растерев масло просто руками с мукой. Но так как масло охлажденное, конечно же, предварительно порубив его ножом. После этого я добавляю сахарную пудру, можно добавить просто сахар. Сахарную пудру я просеиваю, потому что часто она берется таким комом, и какие-то кристаллики, такие крупные крупинки совершенно не нужны. Перемешиваю сахарную пудру с мукой и маслом и дальше добавляю столовую ложку сметаны. У меня есть вариант галет, когда я не добавляю сметану, а идет исключительно сливочное масло, но в этот раз мне просто масла не хватило и было мало. Добавляю также одно яйцо и тщательно перемешиваю ложкой, но в дальнейшем начинаю перемешивать руками. Замешиваю тесто. Замешиваю не слишком долго, оно должно просто соединиться все в один комок. Масса хорошо объединяется, формирую из этого теста шар и потом разделяю его на две половины. Из этого количества теста получается две средние галеты, но можно приготовить одну большую. Я как-то готовила еще 4 маленьких с разными вкусами. Тесто я раскатываю сразу. Беру лист пергамента, сверху накрываю еще одним листом пергамента и раскатываю скалкой. Постепенно раскатываю тесто в разные стороны, формирую круг. Для такой раскатки теста, конечно же, лучше иметь силиконизированный пергамент, чтобы потом вот так легко можно было снять верхний лист. По такому же принципу раскатываю тесто и для второй галеты. Теперь складываю раскатанное тесто друг на друга и отправляю в холодильник. Тем временем, пока тесто в холодильнике, необходимо подготовить начинку. Я использую грецкие орехи, мне нужно их порубить ножом. Сливу необходимо разрезать напополам и удалить косточку. В галету пойдут половинки слив. Мельче резать сливу нет никакого смысла, потому что она очень сочная, и чем мельче мы ее порежем, тем больше сока она пустит. У груши кожицу я не срезаю, просто разрезаю ее напополам, потом на четвертинки и убираю все внутренности ненужные. А дальше нарезаю грушу на дольки. На одну галету у меня ушло где-то 1,5 груши. Также смотрите и по сливам. Имейте с запасом, чтобы можно было доложить. Дальше достаю тесто из холодильника и посередине распределяю 1 столовую ложку сливочного сыра. Такой сыр продается в любом супермаркете. Главное в названии конкретно читать сливочный сыр. И жирность не меньше 60% у него должна быть. Сверху я выкладываю начинку из слив по кругу, а потом сверху сливы посыпаю сахаром. Также распределяю горсть грецких орехов. Ну а теперь нужно подвернуть края. Это делается несложно с помощью пергамента. Вот так снизу подгибаю, защипываю и иду вот так по кругу. Если необходимо, поправляю галету, чтобы она имела форму круга. Дальше начинаю собирать галету с грушей. Делаю все то же самое, только вместо сливы добавляю грушу. И саму грушу сверху я не притрушивала сахаром. Сверху посыпаю грецкими орехами и выкладываю кусочки сыра дор-блю.
Ну и, конечно же, эту галету можно приготовить без сыра, просто не добавляйте его. Но только попробовав эту галету с сыром, можно понять, насколько это вкусно. Я выложила галеты на противень, на внешнюю сторону, потому что на внутреннюю у меня просто не помещается. И сейчас я просто обрезаю пергамент, потому что он лишний и он немного мне мешает. По желанию можно смазать края желтком, можно добавить немножко туда молока, а можно вообще ничем не смазывать, то, конечно, смотрите уже по желанию. Я смазываю, потому что я сверху хочу еще посыпать кунжутом. Не забудьте предварительно разогреть духовку до 180 градусов и отправляйте туда галеты минут на 30, не меньше. И вуаля! Преображение! Нужно дать галетам немного подостыть и только после этого добавлять мед, сироп и так далее, что вашей душе угодно. Я добавила жидкий мед к грушевой галете. Это просто прекрасное сочетание. Сливовую галету я не поливала медом, потому что перед этим я посыпала сливу сахаром, и этой карамелизации совершенно достаточно. С этими галетами можно экспериментировать до бесконечности, добавлять любимые разные фрукты, ягоды и даже овощи. Я надеюсь, вам этот рецепт был полезен. Не скупитесь на лайки и не забудьте подписаться. Давайте готовить вместе, но только по любви.